Думаете, это просто красивое место для дайвинга? Вы ошибаетесь. Сегодня ты увидишь, что на самом деле скрывает этот рай. Некоторые места не просто помнят войну, они продолжают ее. Добро пожаловать в лагуна Трук. Идеальный тропический рай посреди Тихого океана. Лазурная вода, теплый ветер, острова, покрытые густой зеленью. Здесь нет штормов, нет волн, только тишина. Слишком идеальная. Под этой гладью ни кораллы, ни рыбы. И даже не просто обломки. Под водой лежит флот, десятки кораблей, целая военная армада, уничтоженная за считанные часы, сотни самолетов, тысячи тел. Они не ушли, они остались здесь. И теперь это место не просто лагуна. Это подводное кладбище, где время остановилось в момент катастрофы. Некоторые сцены в этом фильме – это реконструкция событий, чтобы вы могли не просто услышать эту историю, а буквально ее увидеть. Мы не хотели ограничиваться сухими кадрами и фотографиями. Нам важно было передать атмосферу, напряжение и масштаб происходящего, чтобы понять, через что прошли люди в тот момент. В начале 1944 года Тихий океан уже не был полем сражений. Он стал шахматной доской. Императорский флот Японии превратил лагуну Трук в свою главную крепость-опорную базу. Здесь стояли линкоры, авианосцы, транспортные суда. Здесь хранились топливо, боеприпасы, техника. Здесь планировались удары, от которых зависела судьба региона. С поверхности это выглядело как идеальное укрытие. Кольцо островов защищало лагуну от волн и ветров. Глубины позволяли скрывать корабли, а расстояние от основных фронтов давало иллюзию безопасности. Но это была иллюзия. К началу 1944 года инициатива в войне перешла к американским военно-морским силам. После победы у Маршалловых островов американское командование поняло главное. Пока существует Трук, война не закончится. Было принято решение не атаковать по частям, не изматывать, уничтожить все и сразу. Операция получила кодовое название – операция «Хейлстоун». Февраль 1944 года. 3 авианосные группы, сотни самолетов, четкий план. Удар должен был быть быстрым, точным и окончательным. Часть крупных кораблей успела покинуть лагуну за несколько дней до атаки. Остальные остались. Транспортные суда, танки, самолеты на палубах и тысячи людей, которые не знали, что стали целью. В феврале 1944 года операция «Хейлстоун» превратила этот рай в гигантскую чашу смерти. Американский флот нанес удар по главной базе императорского флота Японии. Более 500 самолетов, авианосцы, бомбардировщики, торпеды. Вода больше не защищает. Взрыв разрезает тишину. Через секунду второй, третий. Воздух наполняется дымом и огнем. Самолеты возвращаются снова и снова. Они кружат, выбирают цели. Каждый удар точен. Один за другим корабли начинают уходить вниз. Самолеты заходят на второй круг. Торпеды идут ниже, почти касаясь воды. Они врезаются в борта линкоров. Вода врывается внутрь, мгновенно заполняя отсеки. Кто-то пытается открыть зенитный огонь. Палубы превращаются в хаос. Горящие самолеты падают рядом с кораблями. Боеприпасы детонируют внутри трюмов. И в какой-то момент все сливается в одно. Огонь, вода, металл. Корабли начинают уходить под воду, один за другим, унося с собой все. Людей, технику, страх, последние секунды. Металл скрипит, вода заполняет пустоты, и все, что было шумом и движением, становится неподвижным. Навсегда. За 48 часов было уничтожено более 40 кораблей, сотни самолетов, тысячи тел убитых и раненых. Сегодня корабли лежат на глубине от 5 до 60 метров. Они выглядят почти нетронутыми. Лазурная вода обнимает корпуса,
Кораллы обвивают пушки, рыбы проплывают сквозь иллюминаторы. Красиво, но внутри ад. Трюмы до сих пор заполнены боеприпасами, грузами и останками. Корабли стали подводными могилами. Одна из самых известных – японский транспорт Фудзикава Мару. На его борту до сих пор лежат авиационные двигатели, каски, винтовки. Все так, будто экипаж исчез за секунду. Корабли разрушаются. Внутри них топливо, нефть, химикаты. По оценкам экологов, в корпусах остаются тысячи тонн мазута. Один раз, и все выйдет наружу. Океан станет токсичным, рифы умрут, и этот рай превратится в черную яму. Некоторые ученые называют лагуну подводной бомбой замедленного действия. Местные жители избегают этих вод ночью. Они говорят, корабли светятся, свет изнутри. Рыбаки утверждают, что слышат звуки металла под водой, стук, скрежет, иногда крики. Научного объяснения нет, но есть факт. Магнитные аномалии в некоторых точках лагуны фиксируются до сих пор. Компас может внезапно сойти с ума, будто под водой что-то мешает. Лагуна Трук – это не просто кладбище. Это законсервированная катастрофа. Момент, который никогда не закончился. Здесь война не ушла, она застряла. Каждый корабль – это капсула времени. Каждый трюм – это незакрытая история. И каждый дайвер, который туда спускается, становится свидетелем того, что не должно было сохраниться. Сегодня лагуна – популярное место для дайвинга. Тысячи туристов ежегодно погружаются сюда. С камерами, с улыбками. Туристы приезжают сюда за экзотикой. Они улыбаются, фотографируются. Они не понимают, где находятся. Океан умеет скрывать, но иногда он выбирает не забывать. Лагуна Трук – это не просто вода и металл. Это напоминание о том, как быстро рай становится адом. Это была только одна история, один затонувший мир. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Это реально помогает каналу расти. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Дальше будет только интереснее. Впереди еще десятки мест, где реальность страшнее любого фильма.